Дорогие друзья, всем огромный привет! Рада приветствовать вас в новом видео. Как обычно, снимаю видео про заготовки в морозилку. Приятного вам просмотра! Заготовки полуфабрикатов я буду начинать с лепки манты. Все виды лепки манты, которые вы можете наблюдать, выполнены из обычного теста. Вы можете приготовить любое другое тесто и другую начинку. Все ингредиенты я, как обычно, оставлю в описании под видео. Общее тесто я делю на несколько частей. Один клубок раскатываю в тонкий пласт толщиной примерно в 3 миллиметра. Теперь готовый пласт с помощью ролика, специального ролика, я вырезаю на кружочки. Немного присыпаю мукой, часть кружочек убираю в сторону, накрывая салфеткой. На другую часть кружочек кладу небольшое количество фарша. Фарш я заранее подготовила, все пропорции я распишу под видео. И начинаем лепить манты. Есть еще такая интересная лепка манты, по-моему, я не показывала. Соединяем в центре кружочек и защипываем края. Все это очень легко и просто. И выглядят такие манты намного симпатичнее обычных. И продолжаем лепить по такой же технике со всеми остальными. Такой процесс лепки очень увлекательный и интересный. Не знаю, как вам, но такая лепка манты мне больше нравится обычных. Напишите свое мнение в комментариях. И, как обычно, кладу манты все в лоток и отправляю на заморозку. Следующий клубок теста тоже раскатываю в тонкий пласт. Опять же, вырезаю на кружочки. Для следующей лепки манты кружочки нужны будут побольше, поэтому каждый кружочек я немного раскатываю скалкой и увеличиваю в диаметре примерно на 7 сантиметров. Теперь кружочек кладу в треугольник, кончик отрезаю. Мы проделываем в центре небольшую дырочку. В деле покажу для чего. Теперь кружочек с отверстием кладу под целый кружочек. В центр кладу начинку. Чтобы заготовка получилась ровная и аккуратная, начинку раскатайте в маленький круглый шарик. И теперь края защипываем как по технике лепки хинкали. Нижнюю часть заготовки выворачиваем. Немножко придаем форму. И в центр кладем начинку. Верхнюю начинку заготовки кладете чуть поменьше. И края защипываем в центр. У вас должна получиться вот такая необычная лепка манты. Думаю, ваши гости очень удивятся от таких форм манты на столе. Из остальной части теста буду вырезать галушки. Раскатываем пласт теста толщиной примерно 5 мм. Полоски вырезаю примерно на 4 см шириной. Каждую полоску вырезаю с помощью ролика для нарезки в полоску. Многие говорят, что у них эта штука не работает или тесто забивается в ролик. Да, такое бывает, у меня тоже так же было в начале, пока я не поняла, что пласт теста должно быть толщиной максимум 4 мм. Показываю на линейке. У вас должно все получиться. А процесс очень залипательный. И далее формирую галушки.
Присыпаем немного муки, чтобы не слиплись между собой. И кладем небольшое количество галушек в лоток для пельменей. И я отправляю на заморозку. Я давно не готовила ханские шашлыки. Чтобы приготовить шашлык по-хански, нужно потрудиться, но оно того стоит. Печень у меня баранья. Печень надо хорошенько промыть и вымочить ее в холодной воде примерно 2-3 часа. После чего обязательно снимаем пленку с печени и разрежьте печень на мелкие кусочки. Нарезанную печень отправляю в глубокую посуду. Лук нарезаю мелко и отправляю тоже к печени. Небольшой кусок жировой сетки тоже мелко нарезаю и отправляю к печени. Добавляю все специи. И все это дело хорошенько перемешиваю. Жировую сетку нужно будет хорошенько, тщательно промыть. За счет промывания сетка станет мягкой и ею легко будет работать. Порежьте сетку на квадратики примерно 18-20 сантиметров. Кладем 2-3 столовые ложки начинки из печени. И края жировой сетки собираем в центр и аккуратно завязываем ниткой. Делаем мешочки. Но это уже по желанию, вы можете просто завернуть колбаской. Конечно же, самый вкусный шашлык это приготовленный на мангале. Но не у всех есть возможность выехать на природу, поэтому готовим в духовке. Готовим в духовке примерно на 200 градусов минут 20-30. Это тоже зависит от вашей духовки, потому что духовки у всех разные, поэтому ориентируйтесь, пожалуйста, по своей духовке. Заготовки из печени кладу в лоток и отправляю на заморозку. Жировой сетки мне не хватило, и начинку оставшуюся я кладу в одноразовые формочки для запекания. Можно запекать в формочках, можно пожарить на сковороде. Их тоже я кладу в лоток и тоже отправляю на заморозку. И давайте приготовим жульен из фарша с грибами в формочках. Мелко нарезаю грибы. В одноразовые формочки на дно кладу немного фарша. Сверху фарша кладу грибы. Лук я не кладу, потому что оно есть в фарше. Тертый сыр. Можно класть болгарский перец. Я кладу поверх сыра, это по желанию. Можно положить внутрь. Делайте как хотите. Сверху еще крошу немного смесь перцев. И отправляю на заморозку. В другой формочке, чуть побольше, для жульена тоже на дно кладу фарш, промазываю майонезом
Кладу замороженные кружочки помидора. Сверху кладу грибы, сыр тертый, немного зелени по желанию. И тоже отправляю на заморозку. Вот такие заготовки у меня получились в этот раз. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Жду ваши лайки, пишите комментарии. Чтобы быть в курсе о выходе нового видео, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока!